Привет, мои дорогие девочки! Это канал о главном и случайном, и мы с вами здесь без вариантов посмотрим на такую тему, которую предложила Светочка. Леночка, сделайте, пожалуйста, расклад, что делать, если жить не хочется. И мы сейчас с вами сделаем такой расклад, что делать, если очень плохо на душе. Давайте посмотрим такую тему. Вот кому сейчас плохо, если вы зашли на это гадание. Я вам предлагаю, девочки, расслабиться, получить удовольствие от того, как мы с вами будем разбирать эту тему. Вы можете посмотреть, что у меня тут такой вот интересная такая салфетка для того, чтобы мы с вами могли разложить черные карты на белом фоне. И сейчас посмотрим, девочки, что делать, если очень плохо на душе, если не хочется жить, если у вас стресс, апатия, депрессия. Давайте вот глянем, что да как. Вот, в зависимости от того, когда вы увидите этот расклад, давайте посмотрим. И гадать мы будем с вами здесь на зомби-таро. Тут это таро мертвых и живых. И мы посмотрим, насколько вы живы и все такое. И стоит ли сейчас как-то переживать по этому всему поводу. У нас, девочки, сейчас февраль 26-го, но если вы позже, вдруг вам это видео нашлось, вот предложилось, да, значит, все-таки вам стоит его посмотреть и что-то для себя подчеркнуть. Ну что, давайте посмотрим, что делать, если очень плохо на душе. Карта, ту, которую вы чувствуете. Что происходит? Давайте глянем сейчас. Пятый старший аркан, Иерофант выпало. Вот то, что вам сейчас очень плохо, если вы испытываете какие-то такие вот чувства, которые как будто вас опустили на дно, это, девочки, все проходящее. Старший аркан Верховного Жреца. Верховный Жрец, мои дорогие. Давайте дальше посмотрим. Давайте посмотрим, раскроем этого вашего верховного жреца. То есть, что плохо на душе, девочки, это за это плохо на душе, за это не хочется жить, отвечает именно старший аркан, верховный жрец. А как он отвечает? Почему это с вами происходит сейчас? Рыцарь костей, десятка костей и император. Это происходит сейчас у вас только по одной причине. Во-первых, да, из-за своей нереализованности, из-за своей немонетизированности или, возможно, какого-то вот именно неприятия или неуспеха по сравнению с социумом, девочки. Император выпал, десятка костей, рыцарь костей. Это из-за того, что вы много думаете о том, насколько вы реализовались, насколько вы реализовались. И знаете, вот на это можно надавить. Вот что вас больше гнетет? Чего вы боитесь сейчас? Кто-то вот боится, например, хочет и боится чего-то, да? Вот вы приунываете только из-за какого-то своего страха, связанным с социумом, с теми людьми, с той работой, коллегами, то, что вокруг вас, и из-за того, что вы менее реализованы, чем какие-то другие люди, которые вам кажется лучше реализовываются, а у вас есть огромное такое стремление реализоваться, но опустились руки. Понимаете? И это, девочки, такой вот вопрос, да, вселенского масштаба, потому что иногда хочется все и сразу. И знаете, вот больше всего и быстрее всего мы загоняем сюда, себя вот в эту депрессию, в эту апатию, в такое состояние, что не хочется жить. Вы даже можете думать, что это не ваш расклад, что вы переживаете, например, то, что вас разлюбил любимый мужчина, или страдаете от одиночества. А вот, кстати, одиночество всегда вообще супер идеально тоже подходит, потому что вот эта вот реализованность, то есть, знаете, она связана с тем, что когда вы хотите, допустим, быть успешной среди мужчин, вы опускаете носик свой, вы перестаете думать про то, насколько вы можете просто нравиться мужчине, например, вне зависимости от того, есть ли у вас квартира, хорошая работа и все остальное. Но сейчас как будто это важно. Вас окружают люди, которым это
важно, или вам кажется, что это важно для других, и поэтому вы сами себя стопорите, думая, что вас можно любить только успешную, здоровую и там и богатую. Понимаете? Конечно, успешных, здоровых и богатых любят больше, чем, например, всех остальных, да? Но кто любит девочки? Вы посмотрите, вот эти вот выстриженные бородачи какие, да? Или кто любит? Зачем вам эта массовость? Вы же грубо говоря, не переспите с каждым, правда ведь? И вам не нужны все. Королеве нужен один король. И короля найти намного сложнее, чем всех остальных. Понимаете? И поэтому вот эта вот нереализованность ваша, да, она именно вас здесь стопорит. Ну, прям очень видно. И стопорит она вас очень серьезно, потому что выпала королева мечей, да. А это ты сама себя или тебя другие стопорят? Вот еще десятка мечей на десятку костей выпала и тройка кубков. Ты думаешь, чтобы тебя бы любили, то есть это, девочки, сложно. Вот эта вот тема, на которую мы сейчас раскладываем, это сложная тема. И я, например, не могу вложиться там в 10 минут, в 15 минут просто такого обычного гадания, да, для того, чтобы вам объяснить вот эту вот всю суть. Но выпала здесь королева мечей с десяткой мечей от того, что у нее нету десятки костей, да. Это удручающее положение. Не хочется жить, потому что как будто не имею вообще ничего того, что бы я хотела иметь, чего бы я заслужила. Тройка кубков. И ты ждешь это именно от других людей. Ты не ждешь это от себя, да, ты ждешь это от других людей. Давай дальше посмотрим. Что делать вообще вот с этой всей ситуацией? Что вот тебе плохо на душе, не хочется жить. Да, девочки, здесь вот есть такое. Смотри, два пажа выпало и четверка кубков, да? То есть по факту тебе все пути открыты, тебе никто не мешает. Если бы выпала четверка мечей, это обозначало, что тебе мешает внешний мир. Но внешний мир, он тебе не мешает, потому что выпала четверка кубков, это открытые пути дороги. То есть ты способна на любовь, и тебя хотят любить вот эти вот все люди. Но кто вокруг тебя сейчас? Вокруг тебя сейчас паж мечей и паж хазардов. Вокруг тебя люди, которые... Вот пажи, паж мечей и хазардов, понимаете? Не кубковый выпал, да, никакой другой паж, которые могут чем-то поделиться, но они не знают чем. Тебе выпали именно те люди, которые вообще никак не реагируют. Не реагируют на твою боль, не реагируют на твои потребности, на твою потребность реализации, гасят тебя, душат и все остальное. И ты уже изрядно, очень изрядно по вот этим вот картам накопила в себе вот этой всякой, знаешь, гадости. Вот ты как губка напитала в себя вот то, что тебе принесли вот эти ужасные пажи. Понимаешь? А на самом деле ты вообще не такая, и пути у тебя все открыты. И самое классное, что здесь выпало, то, что здесь выпал вот этот аркан, старший иерофант. То есть, когда плохо на душе, когда не хочется жить, это не связано с тем, что тебе надо идти и, например, как-то свою жизнь заканчивать. Нет, это судьба преподает тебе такой урок, в котором тебе надо научиться, как верховному жрецу, общаться только... Вот смотрите, что делают девочки верховная жрица и верховный жрец. Он максимально открыто и общается именно с высшими силами. К нему приходят люди для того, чтобы его о чем-то попросить или передать высшим силам. То есть ты сейчас вот смотришь на пажей, ты смотришь вот головкой, глазками вниз. Когда твоя реализация — это смотреть вверх. Понимаешь? Ты оглядываешься на мнение тех людей, которые вообще к тебе никак не относятся, которые никто и звать никак в твоей судьбе. Понимаешь? Из-за этого ты напитала вот этого какого-то негатива, этой слабости. Понимаешь? И обрати внимание, тебя же тоже не нарисовала никакой пажихой. Тебя нарисовала королева мечей, да, мечевой, да, которая в упадке, да, которая нахваталась этого какого-то негатива, которая вот все это на себя взяла. Но миссия у тебя какая? Верховный жрец. У тебя миссия поменять окружение, поменять отношение к самой себе, для того, чтобы выйти из этой королевы мечей, которая сама себе это вот режет и непонятно что. Понимаешь? А как это сделать? Давайте посмотрим, как это все сделать. Десятка хазардов.
Во-первых, очень сильно на тебя влияет. Смотри, между хазардами это карты риска, десятка и тройка. Причем десятка у тебя третий раз уже выпадает, да, в небольшом количестве карт. Это говорит о том, что ты вот ходишь по кругу, ходишь по кругу. Кто тебе мешает реализоваться? Рыцарь мечей. Девочки, это либо какой-то мужчина, который вот отвратительно, вот то есть либо булит даже тебя, да, либо он какой-то близкий человек, который говорит, ай, у тебя все равно ничего получится, кому ты нужна, да. Это может быть какой-нибудь ваш бывший муж, который вот нехотя платит вам какие-то алименты, или ваш настоящий муж, который вас не ценит. Вам надо посмотреться в зеркало и посмотреть, девочки, вот когда вы выглядите хуже, чем вы можете выглядеть, да, и вы это реально понимаете, сравниваете себя. Да, мы, конечно, не смотрим здесь на старость, но человек, женщина, она должна выглядеть, согласно, скажем так, своему возрасту и выглядеть хорошо, да, чтобы говорить, о, ты так молодо выглядишь, о, ты так выглядишь хорошо, или на тебя хотят равняться другие люди. Через это, девочки, проходят, например, многие блогеры. То есть, например, кто появляется только на небосклоне. Вот я знаю одну девочку, которую, знаете, булили. Как только вот она вышла, у нее не было так много подписчиков, 5000 где-то, у нее в ТикТоке, да. И, короче, ее булили, говорили, ой, ну я даже не буду тех слова говорить, потому что вы можете ее узнать, да. И про нее говорили плохие, то у нее нос не тот, то у нее не та прическа, то у нее то не то, то не то. Потом у меня другая девочка тоже жаловалась. Я говорю, а почему ты не ведешь, например, свои соцсети, например, свой ТикТок? Ты как что-нибудь выложишь, у тебя сразу очень много просмотров, но ты выкладываешь мало и как бы не стремишься к этому, да? И она говорит, я боюсь, что мне мои близкие будут говорить, а они уже говорили, что нафиг ты это делаешь, то ты то не то не это, да, и для нее это очень важно, и получается, она этим перестала заниматься только из-за того, что какие-то 3 свиньи, понимаете, ей там сказали, что она какая-то не такая, вот и все, тоже не очень. И вас стопорит, девочки, рыцарь мечей. Рыцарь мечей это как раз либо очень близкий человек, который сам боится всего, да, и он не хочет, чтобы вы были тем, кем вы хотите быть, потому что ему страшно. Ему страшно за себя. Может быть, ему страшно за вас, а может, ему страшно за себя, что вы выбьетесь лучше в люди, понимаете? И тут вот очень рядом это с вами. И поэтому вас сейчас вот так вот и прибило. Потому очень плохо на душе, потому и не хочется даже жить, да. Только вот по этой причине, потому что вы оглядываетесь на кого-то, кто, например, даже может быть статуснее, весомее, как будто бы, чем вы, да, и вы этого человека боитесь войти в эту вот, как будто вам кажется, в конфронтацию. Но если от него отделиться, конфронтировать ни с кем и не надо будет, понимаете? Но рыцарь мечей, если, например, смотреть с другой стороны, это еще и карта страха. Карта ваших страхов. И десятка хазардов, и тройка хазардов здесь, это тоже вот карты страха. Что делать? Что делать? Маг. Девочки, вам выпал верховный жрец и выпал маг, и вы можете быть императором. А в чем вообще какой-то вопрос у вас заключается, да? Во-первых, вы выйдете из этого состояния. Долго ли, коротко, вы выйдете. Вот, как говорится, иногда для того, чтобы подняться, надо 2 ногами стать на это дно. И, возможно, вы уже или 2 ногами на это дно стали, или еще пока одной ногой. Но то, что вы будете подниматься вверх, это 100%. И девятка кубков– это избавление от людей, которым вы доверяли, которым вы верили, на которых где-то надеялись, но они не оправдают ваших надежд и вам не надо за них цепляться, от слова совсем. Вот, кстати, это действительно в жизни происходит, да, это то же самое, что в школе у нас есть школьные друзья, потом мы поступаем в универ, у нас друзья-студенты, потом мы выходим на работу, у нас коллеги, где-то мы еще со школьными, где-то со студенческими друзьями где-то общаемся, да, но уже не так. И то же самое, да, на этапах вашей жизни происходит здесь не с друзьями, а с врагами. Понимаете? И дело в том, что вы потеряете в поиске себя, вы потеряете это какое-то близкое окружение, которое на тот момент оно было близко с вами.
Понимаете? Это вот как вы, например, в магазине стоите, да, и вот эти вот все люди, которые тоже что-то покупают в магазине, это тот же эгрегор, один эгрегор, да, они заняты тем же, что и вы. Но вы же понимаете, что вам надо выйти с магазина, вы же не можете жить в этих суперкомфортных условиях вокруг еда, да, или там еще что-нибудь. Вам надо выйти и куда-то идти, да, для того, чтобы, например, еще денег заработать, для того, чтобы вновь зайти в это. И вам с этим надо будет разбираться. Вы разберетесь. Здесь первый старший аркан мага выпал. Первый старший аркан мага. Это говорит, что вы выйдете из этого. Понимаете? Только у кого-то это затянется на несколько месяцев, у кого-то, может, дольше будет такой вот выход из этого, да, но то, что вы выйдете, это точно. И причем вам уже не выпал нулевой старший аркан дурака, когда надо через него пройти, вам сразу выпал маг. А четверка костей, девочки, вот выпало вам то, что вам не надо бояться. То есть, переосилив себя, поменяв даже свое окружение, вот этих токсиков всех, убирать в своей жизни, кем бы они ни были, эти токсики в вашей жизни, никогда не бойтесь. Вот это даже вот строгое правило психологии. Причем, знаете, даже вот психологии именно очень хорошей, которая иногда до нас не дошла. Вот у нас типа гештальты привыкли все закрывать, да, но есть еще супер классная психология, там американская, японская, которая стоит огромных денег. Понимаете? Вот когда они говорят, вот чем таким вот заниматься, чтобы это переосилить. Вам не надо рыться в себе. Вам надо просто избавиться в первую очередь от этого страха, не бояться. Вот эта четверка костей, она еще говорит о том, что вам еще развиваться и развиваться. Понимаете? И вот именно вы, именно ты, сама, без никого, можешь очень много чего достигнуть в этой жизни, понимаешь? А ты, только ты можешь это достигнуть, не кто-то рядом с тобой. Когда ты идешь обок с кем-то, этот кто-то несет с собой вот эту вот убыточность какую-то, да, может он несчастливый, или, как говорят, там, с моим-то счастьем, там, это делать это. И вот такие вот люди очень часто приносят, как, знаешь, ты делишь свой голубец на две части и все время вот не доедаешь, не доедаешь. А ты делишь его, потому что только с тобой вот этот идет человек, который тебя ничем не подпитывает. Он и голубец этот тебе ничего не дает, но он ноет, то не сё, то не сё. И ты в результате даже большую часть ему хочешь понравиться, отдать и все остальное, да, и в результате заходишь в эту депрессию. В это состояние, когда очень плохо на душе, ты зашла только благодаря вот этому твоему окружению, да, и с оглядкой на этот социум. Понимаешь? Больше ни из-за чего. Избавишься ли ты от этого? Избавишься. Вон еще восьмерка костей выпала. Давай правосудие. Солнце. Это, девочки, такая вот история еще. Правосудие и солнце здесь вам выпало, да? Вы к этому не быстро придете. Облегчение, то оно у вас наступит. У кого-то через пару месяцев, да, у кого-то из вас позже, если вы все равно будете топтаться на месте. Что вам надо делать? Вам надо двигаться. Вам надо двигаться в одиночку. Например, если вы хотите, например, заняться своим любимым делом, хобби, да, то вы занимаетесь сами, открываете сами, например, это вот что-то делаете сами. Грубо говоря, давайте навязки объясню вам, да, навязки, например, каких-то предметов. То есть вы взяли, купили нитки, связали красивый шар в цветочками, такой необычный, красивый, да, и выставили его на продажу в каких-нибудь вот соцсетях. Поставили себе на страничку, что вы это делаете. Кому надо, там, свяжу под заказ. Свяжу, а не свяжем мы. Понимаете разницу между свяжем мы, допустим, и тот, кто не вяжет и будет вам где-то помогать, это не помощь, да? Все, каждый человек проходит вот этот вот собственный путь. И дело в том, что вы рассеялись, и из-за этого у вас вот такое вот состояние. Вы рассеялись. Придете в норму, придете, но смотрите, у вас по правосудию и по солнцу, я вам так скажу, у вас широкая, красивая, большая душа. И здесь вот есть проблемка, потому что вы всех прощаете. Вот есть такие хрущи, скажем так, да, люди, которые вот думают только о себе, гребут только
только под себя. Вы не из этих людей. Но и потому вы таким своим солнцем поделились, понимаете? Но от этого ничего не поимели. Вы думали, что с тем, с кем вы поделились своим теплом, поделится с вами теплом тоже, а этого не произошло. И вам надо принять себя, понять, вот кто ты есть, что ты есть, какая у тебя душа. Не жди благодарностей от других людей, но и не давай им больше, чем они могут взять. Понимаешь? Это раз. А во-вторых, не делай это бесплатно. Понимаешь? Не делай это бесплатно. Или ты подумаешь, ой, ну не все же в этой жизни продается. А тут не дело в продаже, а именно во взаимном энергообмене. Понимаешь? Каждый же тоже человек какой-то своей энергетикой особенной обладает, чем может с тобой поделиться. Понимаешь? А ты многого чего не ждешь, или же ты ждешь одинаково то, что ты даешь другим, а ждешь этого от других, да? И вот эта вот карта правосудия, она говорит о том, что со временем, а это больше всего приходит с возрастом, ты поймешь, да, что ты можешь давать, а что ты не можешь давать. Это вот как сродни врачу, понимаешь? Врач, он лечит всех, кто к нему приходит, да, и кажется, там на него тоже могут говорить плохие слова, это плохой врач, все остальное. И у врача могут тоже опускаться руки, и не хочется лечить. Но зачем вот это вот все объединять? Когда есть одни неблагодарные клиенты, их можно, как говорится, пнуть, что люди и делают, да. И есть, благодарные пациенты у врача, ради которых хочется творить, ради которых хочется медицинские диссертации писать, изучать болезнь, да, привносить что-то новое. Вот это вот двигатель медицины всей, понимаете? Вот такие вот дела. Сколько имен вот есть. И не надо быть здесь ученым. Здесь надо именно дозированно давать то, что ты можешь давать этому миру, и мир будет тебе также давать. Только выбирать надо, что ты берешь, понимаешь? Потому что очень много ненужного тебе могут назад принести. Тут проблема еще есть у тебя, знаете, в чем? С зарабатыванием денег. По девятке кости ты тратишь больше, чем ты на данном моменте можешь заработать, понимаешь? Или ты хочешь больше потратить, чем ты сейчас имеешь. Да, есть свои хотелки, есть свои какие-то нюансы, все остальное. То есть тебе надо сейчас определиться, как так тебе жить, чтобы у тебя твой денежный поток не иссякал. А он, в принципе, не иссякает, он тебя не иссякает, но по шестерке хазардов и девятке костей, что происходит, да? Ты больше желаешь, чем в данный момент ты хочешь, ты можешь взять. То есть тебе надо больше вот время, тебе надо обратить внимание на время свое. Например, ты больше тратишь где-то времени, например, смотря там в эти соцсети, где что купить и все остальное. И, конечно же, у тебя вот чисто в мозгу аппетиты возрастают, да, но ты не тратишь столько же времени, чтобы, как говорится, монетизировать самое себя, понимаешь, и принести столько же, сколько ты хочешь отдать. То есть ты по факту хочешь сейчас отдать больше, чем ты думаешь, над тем, как получить больше. И это тоже вот тебя в такой раздрай вносит. И дело в том, что по пятерке кубков, тут выпадает, да, что тебе некому подсказать, а ты веришь вот любимым, дорогим людям. Вот если люди будут тебе говорить, ты молодец, ты хорошая, ты классная, ты умничка, да, то у тебя вот это поменяется. У тебя на первый план выйдет то, что ты будешь вот думать, что вот как еще реализовать себя, понимаешь? А из-за того, что у тебя нету нормальной поддержки от социума, да, от этого ты и страдаешь. Вот и все. Поэтому первое, что надо делать, девочки, в кружке по интересам общаться с людьми, которые тоже занимаются теми же делами, занимаются той же работой, у них такое же хобби, как у тебя и все остальное. И там, когда ты с ними разговариваешь, когда у вас вот где-то совпадает, пересекается ваш какой-либо один из ваших эгрегоров, например, в кружке интересов по вязанию,
вязанию, зная, что ты мастер вот по вязанию, что ты любишь вязать, любая вязальщица, грубо говоря, она тебя поддержит. Как я, например, в Таро. Всегда поддерживаю девочек, которые гадают на Таро. Всегда. Каналы открывают. Я рада. У меня нету ни зависти, у меня нету ни такого, как у некоторых, понимаете, аж которые аж плюются, аж не могут. И я встречала таких, понимаете. Даже у меня, например, мои подписчицы, те, которые занимаются Таро, я, например, рада, кто у меня вот и ведут каналы, начали вести, или мне говорили: Леночка, посмотри мой канал, посмотри мой. Я всегда напишу что-нибудь хорошее, поддержу, понимаете. А есть, ну, их мало, они редки, их практически нет. Вот, ну, сейчас практически нет. Но бывают такие, которые смотрят в запой, понимаете, и в то же время и думают: и я тоже так могу. И потом, когда у них не получается, они начинают тебя ненавидеть, сравнивая с собой. И вот это у них такое вот разгорается, эта фигня вся, да. И я никогда не поддерживаю. Вот эту мелочность, вот эту гадость я никогда не поддерживаю. Так что, девочки, смотрите. Первое, что надо вам сделать, вам надо поменять окружение на тех людей, которые вам будут. Первое, говорить комплименты, поддерживать вас, чем бы ты ни занималась. Говорить, какая ты хорошая, красивая, да, богатая и умная, а не говорить вам какие-то говняные комментарии. Поэтому, девочки, вот если вы хотите реализоваться, вы попробуйте даже вот чисто вне социума, том, в котором вы живете, просто заведите страничку с левого телефона, чтобы никто не мог вас определить, да, там ТикТок свой или еще что-нибудь, вот заведите, да, или Ютуб там, ну в Ютубе сейчас сложно, ну короче, заведите такую страницу, про которую не знает никто, ни одна живая душа из ваших знакомых, и там назовите себя каким-то, может быть, сродни похожим именем, да, и вы увидите, что есть вы. И у вас, поверьте мне, там будут совершенно другие люди, а не то навязанное ваше окружение, которое выработано уже с годами, которые вы в свою жизнь привлекли. Вот такие дела, мои дорогие. Поэтому не переживайте. Что делать, если очень плохо на душе? Это, конечно, девочки, тут не выпало такого, что вы вообще угаснете. Наоборот, выпал Верховный Жрец и Маг. Вы подыметесь с этой ситуации. Но вы должны будете в одиночку ее пройти. Понимаете? Вырваться. Понимаете? А вообще, знаете, как с семенами бывает? Семя в яблочке висит, зреет, потом на землю падает, птичка его клюет. Она еще налетается непонятно где, и потом где-то она сядет на веточку и сделает кое-что, да, какнет где-то. И как раз вот потом из этого семечка вырастает огромное дерево в новом месте, где широко, вольготно и приятно. Понимаете? Вот такие вот дела. Так что вот пути, как говорят, да, неисповедимы, оно в принципе так и есть. Но найти себя и выйти из этого состояния вы можете только сами, понимаете? Только сами, девочки. Никто ваш путь, кроме вас, не пройдет. Никто не вырастет красивым цветком за вас. Вот такие дела, любимки мои. Так что держитесь. Вот, держу за вас пальчики, пусть у вас все будет хорошо, мои любимые. А все и будет хорошо. Я в вас верю. И вы должны верить сами в себя. Не подводите меня. Все, любимки, пока-пока.